Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, методология вечного развития. В данной теме я показываю практические, прикладные фактически методы управления, технологии управления, когда человек, который поставил перед собой цель развиваться вечно, он должен совершать конкретные, практически прикладные какие-то системы управления, которые реализовывают данную систему управления, именно вечное развитие. Поэтому в данной технологии необходимо, прежде всего, зная цель, что задача человека — это вечное развитие, уметь технологично, с точки зрения управления, это реализовывать. То есть цель, в принципе, как таковая, она простая, это просто область управления. И как область управления она имеет определенное оптическое выражение, да, некое свечение, информация. При этом разница только в том, что когда человек ставит именно методологию вечного развития, то информация имеет отдаленный ракурс, то есть приходящая из бесконечности информация является целью управления. Начальный фронт управления, фронтальная волновая оптическая плоскость, она имеет ракурс, идущий из бесконечности, в том числе, конечно, но в первую очередь именно оттуда. То есть разница в том, что вектор оптический, он идет из бесконечности к вам, и при этом вы фактически управляете бесконечной величиной, в таком материальном выражении. Логически это понятно, потому что вечное развитие — это значит, вы должны развиваться вечно, ваша область информации все время находится в бесконечности. И фактически, если там сравнить с тем, что есть на море там некий буек, который все время куда-то плывет бесконечно, эта информация все время перед вами, и вы все время занимаетесь управлением следующей информацией. И получается, что такая оптическая разница. И она, кстати, очень четко визуализируется. То есть эти фронтальные системы волновые, которые возникают в управлении, они имеют более разреженную природу. Хотя цветовой ракурс, он практически однотипный, там, например, серебристые тона и так далее. И поэтому, когда вы делаете управление, вы сначала проходите через системы внешних информационных волн. То есть системы, фактически, которые обозначают в том числе, конечно, всю совокупную, да, или там локальную конкретную информацию. И перед тем, как вы достигаете себя самого в управлении, как например, делает Бог, он везде воспринимает себя в статике, и в динамике. То есть его состояние сейчас не отличается от того, как он себя воспринимает в будущем. Некая такая специфическая, да, позиция в управлении. И получается, что в этой области, где вы ставите задачу управления, некая цель, я, кстати, рукой показываю, это выглядит действительно так, информация. Область управления, где вы решаете конкретную задачу, например, задача вечного развития, а вам нужно сделать сейчас или через день конкретное действие. Это же конкретная цель управления, и она, конечно, должна находиться где-то информация в каком-то месте. И если вы ставите именно задачу вечного развития и решаете эту цель, то вы преодолеваете эти системы предварительных волн. То есть разница всего лишь навсего в том, что в пространстве управления возникает более разреженная информативная волновая среда, о которой сейчас я сказал, это волны из будущего все время, как некий я сказал, буек, который все время плывет туда, в бесконечность. И вы преодолеваете эти, волны, всплески информации. На уровне управления это выглядит просто как прохождение некой области разрежения информации. И получается, что ваша задача учесть, то есть связать область, эту волновую систему, которая перед вами возникает, с областью цели. Например, вы все время же выполняете цели, вам завтра или когда-то нужно сходить в магазин, да, что-то приобрести или что-то конкретное сделать. Но при этом вы про себя знаете, что вы развиваетесь вечно. Да? Получается, что вы, во-первых, уже находитесь в области вечного развития, когда вы про себя это ставите в виде постановочной части задачи. И эти системы всплесков информации для вас, они как раз-таки наиболее гармоничны. Это же есть среда бесконечной системы будущего. А цель управления — это в общем-то локальная система. Получается, вы больше находитесь в динамичной системе внешней среды, нежели
как бы работаете с целью. То есть для вас более естественная среда именно вот этих как бы дискретных разовых волн. И с точки зрения Бога информация, в общем-то, однотипная, конечно, не совсем там напрямую, но в принципе достаточно близко. Бог, который создал весь мир, для него разовые всплески, там какие-то информации имеют такое же значение, как и весь мир в целом. То есть вот если мы захотим задать себе вопрос, вот до начала создания мира Бог, ну, во-первых, например, да, где находился и как для него, для его восприятия в человеческом или там в божественном понимании, значит, ну, рассматривается вот эта разница. Вот, например, мир созданный и мир, например, там не созданный еще. Есть ли для него принципиальная разница вот для Бога? Значит, с этой точки зрения понятно, что есть, да, логически. Мир созданный — это как бы совсем другое. Но если мы начнем анализировать внутреннюю структуру человека с точки зрения фундаментальных законов мира, то получается, что человек, когда думает как бы о внутреннем содержании, если он не знает, что существует там рентгеновский аппарат, не знает морфологического атласа и так далее, то он попадает в среду первичного познания фактически. Ну, каждый, кто, например, захочет посмотреть внутрь себя, он находит некую, ну, как бы первичную среду. Возможно, она выглядит как система некой неизвестности. Например, бесконечно удаленное пространство в геометрическом, как в географическом понимании, неизвестная среда, как бы индексируется, фиксируется и как бы создается вычислительной информации, диагностируется неизвестным состоянием внутренней среды. Неизвестное диагностируется неизвестным, там, принцип подобия, да? И получается, что если мы хотим знать, что нас ждет там в каком-то конкретном направлении, ну, например, человек путешествует. Вот как он диагностирует среду, которая, например, та, где он еще не был? Он же должен иметь подобный уровень. И вот так же устроен мир. Подобная система всегда существует внутри как бы уровня управления. Значит, в человеке есть неизвестный фактор. И первичный уровень познания, вот человек обращается к себе, да, внутрь себя. Знает ли он все свое будущее там, через секунду, месяц или там, миллион лет? Те, кто занимается прогностикой, в принципе, они, естественно, знают. Но вот как аппарат диагностический, это, правда, при условии, что еще прогностика развита, да, у человека, но как аппарат диагностический, они вынуждены создавать структуру неизвестной как бы среды, чтобы продиагностировать неизвестность, получается. Потому что как тогда они воспримут само понятие неизвестности? Вот первичный уровень диагностики, им нужно совершить какое-то путешествие. Если для них сразу все понятно, то нет понятия неизвестности. Но в чем разница практики, да, и управления? В том, что можно все точно знать, но мы же практики, в том числе, мы должны знать, но потом то же самое реализовать. А вот пока мы не реализовали, мы логически считаем, что следующая система, она как бы не определена корректно. Да? То есть есть, например, уровень, кроме, например, абсолютной фазы прогноза, есть прогнозы абсолютной фазы, которые совершенно четко, 100% всегда реализуются. Но это, как правило, знает сам прогностик. И другие люди, которые видят, как он прогнозирует, например. Да? Получается, что создать аппарат неизвестной структуры — это система управления как бы, ну, некой неизвестной средой. И получается, что вот в промежутках между этими волнами, например, вот волна некой информации, и эти волны, в принципе, идут очень быстро, ведь впереди бесконечное количество информации. Если мы будем каждую волну детализировать, мы как бы завязнем на первом уровне управления сразу. Тогда, пока мы доберемся до цели, цель уже может быть, в общем-то, ну, сложно управляема, как бы, или нам приходится тратить дополнительный ресурс, то есть нагружается управление на физическую ткань и так далее. И получается, что мы вынуждены фактически, ну, как точность и корректность управления в том, чтобы преодолеть любые границы практически мгновенно. Мы должны уравнять структуру волновую, которую мы воспринимаем как оптическую, со структурой, которая между волнами находится. То есть как бы неизвестная, неинформативная среда равна информативной. То же самое думал и Бог, когда создавал мир. Да? Для него мир созданный и мир несозданный, это несозданный мир — это как задача управления, как бы как методологический уровень управления. С этой позиции мир всегда был создан, получается. И Бог его как бы воспринял мир вместе с собой, и вот
до уровня своего создания он взял и как бы на логическом уровне ввел понятие неизвестности. Ну, то есть как бы некую среду, которая существовала до. Вот на логическом уровне здесь такого корректного определения, как бы в принципе, по крайней мере, сразу не реализовываться. Здесь надо посмотреть вперед и увидеть, что есть вообще вся среда, весь мир. И вот это вот понятие, это и есть мир. А чтобы понять, где там окончание какого-то куска мира, да, и что за этим миром как бы извне стоит, это уже другая задача. Это задача логическая. То есть можно посмотреть и сразу ясно. Так Бог и смотрит, для него все ясно. А если мы считаем, логически же каждый предмет где-то должен как бы заканчиваться, значит, если есть мир, значит, есть что-то там вне мира, да, например. Но это логическая позиция. И вот здесь получается, что развитие логики, как бы, ну, некие волны или структуры, внутренние структуры развития логических систем, ну вот что есть как бы адекватная, реальная, там, здравомыслящая позиция в современном обществе, да, это умение реагировать на структуру, которая, в общем-то, возможна, например, там, возможности ядерной войны, там, химической, бактериологической, именно глобальной, это есть такая возможность. И любой человек, который хоть раз убедился, что существует мышление такого типа, что можно совершить управление, естественно, занимается быстрым и как бы адекватным уровнем реакции. То есть максимальное здравомыслие в том, чтобы сразу заниматься, например, там, духовным управлением, если хотя бы раз человек убедился. Или прочитал там какой-нибудь протокольчик, что кто-то это сделал хотя бы раз. Например, человек читает протокол, что кто-то продиагностировал кого-то на расстоянии или там излечил. Логически с этого момента, с точки зрения здравомыслия, он сразу должен заниматься этим, чтобы взять под контроль как бы внешнюю систему, да, которая как бы вот внешняя. И то же самое обычно адекватное действие моментально взять под контроль развитие системы любых возможностей. Поэтому возникает как бы вот этот уровень возвратного, что ли, свойства волнового логики. То есть логика проявлена как волновая система. И очень четко видны логические линии управления реальностью. И когда вы начинаете как бы внутрь этой как бы, ну, логической системы входить, то здесь видно, что логика, как бы, да, любой логический узел, что ли, в управлении в оптическом, имеет бесконечное свечение, и вы тогда понимаете, что, значит, чтобы нормировать, да, состояние управления, там, собственное физиологическое состояние, с точки зрения того, что, ну, вы можете и так быть вполне там комфортно ощущать себя, но здесь вот есть такой уровень, что логика позволяет полностью воспроизводить вас самих. То есть вы можете логически себя создавать. Отражением просто вот дух ваш попадает в сферу логической волны, как бы обратной, и отсюда идет свечение, вы себя создаете логически. И как только вы понимаете, что на логике вы можете себя создать, свое тело, там, в принципе, события какие-то, да, локальные, вот здесь возникает понимание, как преодолеть мгновенно многоволновую или там, многопараметрическую природу управления именно в вечном развитии. То есть в вечном развитии, как аксиома, звучит следующее, что логически человек должен уметь создавать структуру того же вечного развития, где логика – это есть элемент также вечного развития. То есть вы, например, поставили логическую мысль, там, хочет человек или там, вы хотите, любой вообще человек хочет развиваться вечно. Это логический постулат. И когда внутри этой системы вы это делаете, то получается, вы делаете так же, как делает Бог. Он работает внутри любой автономной системы, получается, так же, как, например, в бесконечной системе. И когда вы, например, вот этот ракурс управления выводите как управляющий уровень на свою цель управления, то здесь основным параметром движения, да, ну, если уже сравнить, что этот некий буек движется и куда-то там в море бесконечность, то вы будете ну, в данном управлении, скажем так, сравнимы с тем человеком, кто на лыжах водяных, значит, едет за этим буйком, и при этом он постоянно понимает логически, что его задача – это вечное развитие. То есть он логически держит цель управления. Ему нужно четко знать, что впереди его тянет какой-то там катер, например, там, и что эта веревка не порвется, канат, да. А дальше уже его дело. Он захочет, там, с этих лыж сойдет, захочет, будет ехать. То есть здесь вот, когда речь идет о том, что этот человек поставил цель
ее четко понимает, дальше уже возникает совершенно свободное действие. То есть он понял задачу, чтобы ехать на водных лыжах, нужен катер и нужна, например, там, веревка. И, значит, тогда, как только он понимает задачу, ему уже катер, в принципе, не нужен, и веревка тоже не нужна. Он находится в обычном состоянии и, как бы, и находится уже тогда в структуре вечного развития. Ведь, например, Бог, он постоянно не ставит перед собой задачи там, вечного развития. Это его естественное состояние в любом деле. Да? То есть мы привели управление к тому, что в любом деле мы имеем по сопоставлению с тем, как делает Бог, значит, вечное развитие, когда фактически просто-навсего приводим это состояние к себе, ну, путем некого анализа управления и считаем, что вот мы находим этот уровень управления в себе. Значит, как только мы находим, мы в нем себя гармонично ощущаем, ну, в принципе, достаточно гармонично ощущать себя вечно развивающимся. Это более приятно, чем, например, считать, что есть какие-то другие, да, мотивы и моменты развития этого мира. Значит, и когда, например, вы уже понимаете, что это не просто там точка зрения, да, а это технология, вот здесь вот возникает уже технологический принцип управления от вас, когда вы находитесь в структуре вечного развития, как бы логически выбрав этот путь. Есть там, например, там какие-то преимущества пути, можно это даже объяснить, чтобы кого-то научить, можно даже объяснить преимущества. Например, у меня в практике, там, моей личной, если я человеку говорил, что вот желательно жить вечно, я какие-то часто приводил доводы полезные, что это там, например, полезнее как-то, или это интереснее и так далее, да? Ну, по крайней мере, это полезнее для здоровья. Имейте как бы направление вечного развития, и тогда какие-то вот проблемы, связанные у человека, там, если он даже, например, полностью здоров, то он знает, что он вынужден решать задачи здоровья, ну, во-первых, все-таки самостоятельно за счет технологии самоуправления, там, вводить систему, там, например, омоложения и так далее. То есть это как бы обязывает человека системно развиваться в определенном уровне, и существует некий такой кодексный план, который он вынужден как бы выполнять, да, то, что взял задачу, он должен ее решать. И как бы есть несколько каких-то таких четких систем, ну, как преимущества они выглядят, естественно, и вот, в принципе, как бы на всякий случай вообще очень полезно их внутренне отработать и постараться, ну, как бы, иметь некие такие базы объяснения, почему вы вообще занимаетесь вечным развитием для тех людей, кто еще не занимается. Ну, такие лаконичные системы объяснения. Почему вот я об этом говорю. И это, кстати, на самом деле колоссально важно по логике для развивающегося человека именно в технологиях вечного развития, потому что, когда мы говорим о технологиях, нужно, чтобы было меньше сопротивления технологиям. И ведь есть структура коллективного сознания, где если вы, например, не разъясняете свои позиции, да, то, ну, можно сравнить с тем, что если вас понимают, вам проще все делается в обществе. Поэтому здесь вот именно в технологиях вечного развития очень желательно, вообще крайне желательно, чтобы именно здесь вас понимали как раз-таки. Ведь я не так часто ставлю вопрос, ну, как бы абсолютного понимания другими. Да, можно давать технологии, каждый понимает по-разному, а здесь нужно, чтобы именно вас понимали. И почему это еще нужно? Потому что вот эта вот обратная как раз-таки волна из бесконечности, любой человек, который находится, ну, как бы изме, что ли, да, в виде, значит, некого действия, которое проявлено там в действии информации, он же тоже представитель именно вечного мира, фактически. То есть, по сути, вы можете видеть, что он вечен в определенном уровне. Кстати, вот со временем можно научиться видеть, где он вечен, то есть что является стержнем его вечности каждого конкретного человека. Это можно усиливать, это можно как бы насыщать. Это очень мощный, между прочим, такой, или даже иногда это даже самое главное в технологиях прикладных вечного развития, это целительский принцип мощный. Увидев, что он как бы не стоит в этой волне развития, а она очень четко диагностируется, как система мира. Мир устроен фундаментально так, что в большей степени мир построен на вечной именно информации, с точки зрения восприятия человека. И вот когда он отклоняется, можно его просто там, ну, как бы дать ему путь, чтобы он стоял под этим дождем вечных, там, вот этих, как бы они, как элементы света выглядят, такие
значит, светящиеся системы, которые очень четко диагностируются по разреженности, по точке, и они очень конкретно определяются. Их нельзя спутать там с каким-то элементом какой-то случайной информации. Поэтому здесь достаточно человеку просто показать, часто на его зрительный образ вывести, и он сразу понимает, где ему находиться в информации. И он часто это оздоравливается практически мгновенно, или же любые системы возможных патологий, причем часто самых, в общем-то, и сложных, становятся уже для него практически безопасными, потому что они как бы в этой информации не существуют. И получается, что мы имеем здесь дело, ну, в общем-то, с достаточно мощным механизмом управления, поэтому если вас еще и понимают, именно вас лично, то вы постоянно его передаете, этот механизм. Потому что есть же принцип передачи, вы можете научить кого-то методике, но здесь достаточно, чтобы понимали методику, да, и они могут научиться и спокойно управлять. А в данном случае именно вас надо, чтобы люди понимали, зачем именно вы выбрали этот путь на вечного развития. То есть в чем вы отличаетесь, что так решили, хотя логически понятно, что это путь каждого, но вот почему именно сейчас вы об этом заявляете, почему вы двигаетесь, вы должны иметь очень четкие объяснения на все структуры вот этого развития. И когда вы, например, уже это понимаете, ну, то есть вы-то понимаете, это понятно для себя, да, но когда вы как бы внутренне понимаете, что на любой вопрос у вас есть ответ, здесь возникает как раз структура именно, ну, ближе к духовному знанию или там, скажем, там, яснознанию, так называемому, да, знанию души. Вы начинаете видеть, где душа стыкуется с бесконечным развитием, и вот тогда цель управления, она становится совершенно управляемой с точки зрения как бы логики развития души в бесконечности. Например, душа имеет связь со всеми явлениями бесконечности, да? И получается, что когда вы логически рассматриваете какой-то уровень развития души, ну, например, простая задача, там, тело вечное у человека, что дальше тогда? То есть при любом сочетании собой человек живет. То есть тогда получается, какая вообще у него дальше задача? Хотя вот сделать тело вечным, в общем-то, можно сказать, тоже это одна из задач вечного развития. Но когда уже тело вечно, тогда получается, у него уже другие задачи, он ставит перед собой те задачи, которые, ну, могут быть очень длительными, например, там, миллионы лет, да, или там, миллиарды, или же могут быть теми, которые требуют, ну, например, там, какого-то очень большого количества действий, но он может, например, их не воспринимать там, в виде времени, может, он их быстро сделает или там коротко. То есть понятие времени другое, там идет сворачивание начального и конечного сигнала. То есть любая точка имеет в виде огромного массива выступает. То есть вот разница микро и макромиром, она как бы становится дифференцируемой, это разница именно в действии. То есть видно, как микросистема переходит в макро, там точка в большой шар, да, и действие переходит в начальную точку. То есть там другой уровень восприятия, и просто здесь другой уровень управления возникает. Там проще становится управлять многими там макропроцессами. Но ведь эта информация, по сути, то, о чем я говорю, эта информация в этих волнах, идущих из будущего, она есть. То есть это же все-таки технологичная система будущее, да, скажем, или информация будущего. И в связи с этим мы можем здесь стараться понять и различать, какие системы вообще восприятия должны быть. То есть, что готовится для человека в этом случае. То есть, какой он, в принципе, будет, да, или там должен быть, но он и будет, потому что там, раз есть информация, значит, он таким и будет. Информация не существует просто так, как таковая. То есть, можно логически считать, что вот можно сделать то там, или то, но все имеет основу. Если мы что-то считаем созидательно, то это существует. И когда мы, ну, как бы это вот позиционная точка зрения, но вообще информативно она так и реализовывается. И здесь очень тонкая есть грань. То, что считает Бог и человек, да, например, одновременно. Вот человек считает, что что-то у него должно произойти в будущем. Но вот так до какого-то уровня считает Бог. И только тот, ну, человек, который там является Богом, он может объединить в себе
физическую часть структуры мышления и Бога, и человека, и реализовать, то есть убедиться. Ну а как сделать подобное действие для человека? Он же как бы как внешний наблюдатель часто выступает, да, по отношению к событию. Тогда, получается, ему нужно выявить в структуре физической реальности бесконечные системы. То есть он должен посмотреть на что-либо, что его вокруг окружает, и получить бесконечный импульс. То есть в любой вещи постараться найти, или, по крайней мере, не отодвигаться от того, что есть бесконечное в этой системе. Там, воспринять бесконечный мир и так далее. И получается, что по аналогии с этим он начинает понимать, что мир-то, по сути, он ведь в образах, там, в мыслях, в системе, он же бесконечный. Человек смотрит на внешнюю реальность, там некие звезды, пространство. Это же не просто так. Мир же устроен очень гармонично, и если есть бесконечная величина извне, то вообще какая принципиальная разница между человеком и там, бесконечным пространством? С точки зрения, ну, как бы абстрактной логики. Если существует бесконечное пространство, то почему человек тогда не может существовать так же, да, бесконечно логически? Ведь мир создан и по подобным системам. И получается, что когда как раз-таки ответ на это, что действительно может. Мы убеждаемся в том, что человек может вечно существовать, жить именно счастливо, вечно, бесконечно, потому что есть критериальные, в общем-то, системы восприятия. Если бы там человек где-то был бы, ну, в некой пещере все время и не видел там звездного неба, можно было считать, что он, ну, может быть, дольше пришел бы к этой мысли, да, вечного развития, но все равно он бы в мышление мог бы прийти, есть мысли, есть некий свет, и это же тоже бесконечная среда. То есть пещера не является ограничением, хотя, значит, как бы смысл такой, что человек должен быть свободен, он должен быть независим от любых систем, там, типа пещеры и так далее. И получается, что исходя из логики управления, мы имеем следующий фактор управления вот этим волновым процессом по цели уже. Да? Я вот здесь вот все время все-таки даю технологический признак управления в вечном развитии. Все время стараюсь показывать и управлять целью. Вот сконцентрируйтесь, просто возьмите цель личную свою и вот занимайтесь управлением цели, когда вы ставите цель и реализовываете свое вечное развитие. Тогда получается, что здесь, кроме всего прочего, вот если мы идем от себя, да, линейно в пространстве к цели, как бы от себя к цели в геометрии, да, развития, то мы можем еще прийти к ней извне. Вот цель, она там светится все время в одном месте. То она оптически больше проявляется, то мы, например, там сделали управление, и она как бы начинает иметь фоновый уровень в управлении, потому что мы совершили ряд управлений, и управление позитивно, зачем держать концентрацию тогда, да? Тем не менее, нас интересует логическая мысль такого типа. Значит, есть цель, как сделать так, чтобы цель была как бы абсолютно управляема. Ведь в вечном развитии стоит очень простой признак, что бы ни происходило, человек все равно должен жить вечно причем. Но мы знаем, что существуют какие-то явления там, природы, да, как некие случайные события. Тогда, получается, вы должны очень четко и однозначно определить и зафиксировать совершенно четкую позицию, что независимо от всего этого вы живете вечно. И вот тогда возникает, в общем-то, совершенно принципиальный момент. Вы должны выявить структуру как бы внешнего фактически управления, то есть внешнего света, да, внешней так, как бы энергетики, Бога конкретно. И это внешнее управление показывает вам, то есть вы просто воспринимаете этот импульс, сигнал или, скажем так, его где-то удлиняете, увеличиваете, что да, вы живете вечно, просто это позиция, которая базируется на очень жесткой платформе действия Бога. Бог вывел управление и зафиксировал, и все. И вы живете вечно. То есть здесь надо уметь видеть вот именно действие Бога как такового. Если в других системах, ну, как бы достаточно личный, да, уровень управления выводить, здесь вы должны очень четко видеть, что вот действие для вас сделал конкретно Бог. Он вывел волну управления, как бы провел через вас, зафиксировал вашу цель в вечности, и все. То есть ну, на уровне логики это воспринимается так, что значит, Бог создал систему вечного развития, но цель, в принципе, она все равно ваша. То есть он вам дает свободу, вы можете
ею также пользоваться, также варьировать. И поэтому получается, что вот внешнее управление как бы из бесконечности к этой цели, прежде всего вы видите свечение Бога, то есть движение волны Бога. И уже там цель, она имеет обобщенный характер. Как вот понять? Смотрите вы от себя и видите локальную цель, да, вы пошли в магазин, купили там какую-то конкретную вещь, например. Или вы смотрите отсюда, но тогда для вас вы видите сразу эту вещь. А чтобы понять, вещь как таковая, она существует в пространстве бесконечного развития, то есть она вообще существует как бы вне системы мира, да, существующего, так скажем. Вещь и все там. И вот тогда понятно, почему Бог разделил конструкцию логическую на мир и там вне мира. То есть как бы каждая вещь, каждая структура управления, это есть уникальное, ну как бы единственное в системе мироздания, кроме, кстати, человека. Вот человек — это всегда весь мир одновременно, а вот любая другая вещь, ну там создана человеком, это система автономная и совершенно локальная. И тогда логически понятно, человек мыслит локально, он создал какую-то вещь, но это его продукт мышления. И вот чтобы человек создал фактически, да, или там помог, спас другого человека, или организовал ему орган какой-либо, там регенерировал орган, он должен действовать так же, как действует Бог, он должен каждой цели управления, по аналогии с тем, как делает Бог, выводить вот эту вот волну жесткой, как бы абсолютной фиксации мира, что цель управления находится возле вот этой статичной как бы оптики или позиции вечности. Ведь фактически мы же тогда работаем позиционно, логически. Вот мы перевели в логику тогда. То есть мы перевели в логику то, что это наша позиция просто-навсего. То есть она обуславливает как бы, кроме того, что она в любом случае реализуется в бесконечности, понятно, да? А значит, она должна еще сейчас как бы быть выявлена как бесконечная величина, которая существует в виде задачи действия. Там, если человек решил идти в длительное путешествие, он берет один рюкзак большой, в короткое, значит, меньше, да? Или без рюкзака. Получается, что вот позиционность, то есть определенность задач. А в бесконечном развитии здесь уже, получается, в принципе, нет такого рюкзака, чтобы с этой точки его набить чем-то там и постоянно с него там брать питание, например, да? То есть получается, что мы в бесконечное развитие можем идти только лично. Ну, на примере с рюкзаком, например, да? И получается, что для этого мы можем иметь фактически тот начальный статус, так же, как и у Бога, значит, который создал мир, но при этом он же каких-то инструментов, там, ключей, гаек в этот момент много не имеет с собой. Он находится в обычном состоянии, но при этом он создал весь мир, включая там самосоздание, например. И когда мы понимаем, что вот это и есть действие, вот вся жизнь укладывается в этот уровень первичного состояния. Вот откуда берутся там какие-то якобы, ну как бы неожиданные там явления, например, да, и так далее, и так далее. Значит, а оттуда, что нам нужно как бы контролировать систему как бы собственного статичного развития в бесконечности. То есть в бесконечности, что вы в начальной точке, что в будущем, на уровне логики часто это одинаково воспринимается. И получается, что когда вы хотите контролировать вообще, что с вами вообще происходит, как вы выглядите, ну, например, там существует точка зрения, что надо что-то новое сделать, там есть понятие некого испытания сил, там, у неких исследователей, там, путешественников, на что он там может выдержать. Но вот с точки зрения вечного развития, чтобы лишний раз не испытывать, лучше заниматься вот вечным развитием. И критерием является именно системность в данном случае. То есть понятие испытания здесь специально вообще, я думаю, не следует вводить вот это вот управление. Но тем не менее у человека в логике это возникает, что некие неожиданные системы, это система как бы испытания, там считается души, там воли, там, физического тела и так далее. И он чего-то там достигает, там либо логически, либо это как бы существует вне логических связей, но тем не менее это как бы система самоконтроля. И когда человек, например, по аналогии с тем захочет посмотреть, как делает Бог, то Бог делает, вообще говоря, для других.
в большей степени, да, там, практически на, почти на весь уровень своего управления. Кроме там своих, там, в общем-то, личных задач, которые по сравнению с информацией всего мира, это очень небольшой уровень, ну, как бы в процентном даже, да, содержании. И поэтому получается, что если мы рассмотрим точно так же, не нужно там заниматься лишним тестированием системы, да, проще, на самом деле логичнее, так как делает Бог, как можно больше помогать другим, тогда получается у вас более устойчивое управление. И вот самотестирование, самоиспытания, какие-то неожиданные там непредвзятые ситуации, там некие, они уже не будут тогда развиваться. То есть вы тем, что вы помогаете другим людям, развиваете их систему вечного развития, фактически компенсируете систему самоконтроля. Потому что чем вы точнее и лучше помогаете другим, тем значит вы понимаете, что вы достаточно корректно работаете, вы сбалансированы, скажем, да, в системе гармонии мира и так далее. Потому что раз ваши знания помогают другим, и они могут развиваться гармонично, тогда получается вы нормированы, да, в этом мире. И значит задача управления сводится к можно более точному уровню распространения вообще знаний вечного развития в данном случае. Тогда получается вы вечно развиваетесь, и вот элемент вечности, тогда цель становится совершенно понятна, она становится на человеческом уровне совершенно как бы независящей уже от структуры вечного развития, вы перевели в свою задачу, для чего Бог создал, например, принцип личных задач. Если считать, и вообще так и есть, ведь все создал Бог, значит, например, там понятие личной задачи, это тоже он для чего-то создал эту информацию. А потому что когда вы перевели в личные задачи, все, у вас проблем нет, вы находитесь в текущей как бы информации и спокойненько через личные задачи работаете уже с этой целью. Все. Вы перевели цель из внешнего управления, где много вот этих волн, вы их преодолели, как задачу внешнего управления и сделали личные задачи. И уже здесь вы работаете с целью так же, как работают, в общем-то, все другие люди, но при этом вы можете им показать путь вечного развития. И то, что вы вечно развиваетесь, уже не является каким-то жестким, что ли, логическим статусом. Это есть ваша внутренняя позиция, это есть ваше событие. Вот вы постепенно начинаете как бы втягиваться в такую систему, что это есть ваше событие. Вечное развитие – это ваше событие. Это уже принципиальная разница. Ведь я начал с того, что это как бы вы можете поставить логическую задачу, а уже я показываю управление, где вы там находитесь. При этом это состояние не должно отличаться от того состояния, что, например, вы преодолеваете технологически. Вот технологии в условиях вечного развития – это уровень одинаковости как бы знаний начального уровня и следующего. Потому что проходит, например, там, миллиард лет, да? Но там миллиард лет и там, следующая секунда или следующий миллиард лет, не суть важно, они должны обеспечивать статус вечности все равно. Значит, знания, которые вы имеете сейчас, они должны быть так же функциональны, как там через миллиард лет и так далее. Поэтому я говорю, что вот в моем учении каждый элемент знания всегда имеет одинаковый статус. То есть можно там, быстренько научиться с одного листа бумаги там, вечности за 5 минут, например, или там, за секунду, просто на него посмотрев. И не обязательно слишком долго чего-то там изучать. Потому что мы же должны иметь одинаковый статус в любом уровне развития. И получается, что вот следующий уровень управления – это равнозначность статуса вашего личного управления, то есть вашей собственной личности. Это, в общем-то, осознается как система, по логике достаточно, может быть, необычная для первого раза. Там критериально существует то, что человек должен как бы якобы обучаться в школе, там, чему-то учиться и так далее. Но реально, да, действительно понятно, что так и есть. Во многих случаях, значит, мы вот эту более логическую линию видим, но мы видим, что ведь изначально все равно там ребенок способен так же мыслить, так же управлять, как, в принципе, любой взрослый. То есть любая клетка вообще способна управлять равнозначно. От момента зачатия, там, то есть образовательный путь – это опять система как бы тестирования, система реализации как бы уровня коллективного сознания и так далее. Получается, что когда мы таким образом смотрим на систему развития, получается, что зачем лишний раз тестироваться, лучше взять и войти в систему управления и ее сделать. То
То есть так проще получать образование. Например, есть какие-то предметы, ну, проще, зная, что эта система как бы контроля, адаптации к обществу и так далее, не заниматься преодолением там, границ, там, что-то сложно осваивать, а просто войти в эту систему как бы изнутри. Тогда знание будет естественное, то есть они существуют. Их не надо там долго осваивать. Ну, можно для того, чтобы как-то еще в коллективном сознании иметь одинаковую, что ли, систему реакции, там полистать учебник, предположим, да? А реально, ведь реальные знания существуют независимо как бы от учебников, хотя они написаны, значит, они где-то есть, эти знания, на информации. И достаточно в эти знания войти и получить систему развития. Также делает Бог, когда, ну, в плане именно там пояснения человеку, что когда он показывает как бы путь своего развития, он часто воспринимает как бы внешнюю среду как систему, ну, может быть, там, следующего бурного развития, или какую-то систему некой там неустойчивости, но эту систему он должен создать. Вот если исходить из того, как должен сделать человек, например, да, в этом случае, чтобы создать некую неустойчивость, он должен там взять и куда-то быстро поторопиться и постараться сделать много дел. Вот у него там что-то не выходит, например, там одновременно, да, делать, и он создает некую систему, ну, где-то, скажем так, такую, где торопливость, это есть как бы неустойчивость тех процессов, которые он не успевает сделать. Это можно сделать, поставить перед собой такую задачу логически, да, то есть Бог же вынужден это делать как бы специально, он должен делать внешнее управление и что-то создавать как бы, ну, искусственно, так скажем, да, для себя. Но когда человек понимает эту структуру, то получается, что когда речь идет о макроспасении, например, да, там, спасении всех, задача именно вечного развития для всех, никакая система не является неустойчивой по логике. То есть любое действие все равно рано или поздно приходит к тому, что ситуация нормируется так, как, вообще говоря, управленец, который занимается технологией вечного развития, изначально как бы задумал, да? Ну, именно, естественно, в созидательном плане это все понятно и так далее. И получается, что здесь, по логике, Бог учит тому, что когда вы ставите задачу вечного развития, у вас все равно, там, рано или поздно, реализуется система вашего развития. Вопрос только состоит в том, где и когда и на что, или там, на кого нужно обратить внимание. Вот что сделать в той или иной ситуации уже с точки зрения вечного развития. И вот здесь получается, что сама цель тогда, во-первых, когда вы ее уже с этой позиции смотрите, она становится многокомпонентной, то есть высоко концентрированной, где на человеческом уровне, кстати, вот здесь очень просто развить такого, так скажем, ясновидения именно с учетом вечных линий развития. Здесь видно очень четко и, кстати, очень вот, как бы стандартно, спокойно, то есть управленческие или образы сами, они имеют очень высокую статику. Там более конкретно можно видеть, чем там в кинотеатре фильмы. Там. Это все жестко, конкретно и нет никаких помех. Вот, обратите внимание, вот это я показал. Здесь можно войти в такой уровень, ну, фактически как бы ясно знания или там духовного знания через зрительные образы. Это даже не совсем вот так понятие обычного ясновидения, это как бы больше понятие, что как вы смотрите, так события и совершаются. Значит, и когда вы, причем это видно на физическом уровне, ну, если там сравнить с игрой в шахматы, прям видно, что это перемещение дает событие. И когда вы, например, начинаете видеть уже такую систему реальности, да, то ясно, что в вечном развитии любое событие неразрывно связано фактически с возможностью реализации, ну, этой ситуации. И опять же, здесь вот, чтобы, так как нельзя навязывать никакому человеку, да, свою собственную волю, если он не хочет, получается, что здесь именно возможность убедить, что ваша созидательная система развития, она нужна там вам здесь-то, а у человека тоже есть у другого бесконечное развитие, когда вы ему такие технологии передаете. И он тогда в своих там бесконечных событиях всегда находит возможность вам помочь, получается. То есть, потому что здесь, в принципе, чем больше вы показали технологии вечного развития,
тем вы, в общем-то, больше дали возможности выполнить свои собственные задачи себе. И отсюда ясно, что как можно быстрее, да, чтобы реализовать там любую свою созидательную систему, нужно как бы сделать больше управленческих как бы позиций для передачи знаний другим. При этом здесь, кстати, изначально ясно, что система именно созидательная, потому что любая как бы конфликтная или там деструктивная, если она там, например, не поддается контролю как бы изначальному, да, система, она все равно сворачивает вашу бесконечную область до локальной системы. Потому что понять, что система не деструктивна, опять это позиционное управление. То есть вы можете делать любую цель управления свою, ну, обычную там в рамках каких-то целей, задач. Ясно, что она, конечно, должна быть изначально как бы абсолютно созидательна в идее самой, да, вечного развития. Но вот эта вот позиция делает развитие вашего мышления всегда уже действительно абсолютно созидательным уровнем управления. То есть, когда вы ставите задачу вечного развития, значит, вечно должен развиваться любой другой человек, следовательно, вы не можете принести ему вред. Стоит только от этой позиции, как бы, ну, не то, что ее может быть нужно иногда даже контролировать специально логическим уровнем управления. И тогда понятно, почему там не нужны там негативные мысли в отношении другого. Тогда, получается, вы сами же заворачиваете свою область информации до локального уровня. Ведь если хоть где-то вы допускаете деструктивный уровень развития, ну, например, там ну, скажем, можно сделать даже импульс помощи, но вы, например, не делаете, или считаете, что сейчас не нужно, например, там помочь. Теоретически там можно, логически такая мысль, как бы она считается непредосудительной, вроде бы, да, что если не сейчас, то там поможете позже, но получается, что если вы не помогаете сейчас, то вы не работаете на бесконечных величинах. Потому что если есть проблема, надо помогать сразу, независимо от, в принципе, даже от проблемы. И вот с точки зрения моего учения, человек должен, ну, фактически, что в технологиях вечного развития, это, кстати, вот аксиоматический принцип, помогать практически мгновенно, сразу, и вот любому человеку, которого он увидит, там, в любой системе там, и так далее, хоть там какой-нибудь галактике где-нибудь, если вы считаете, что там можно что-то скорректировать или нужно. То есть вот нет понятия там отказать в помощи, скажем так. Или считать, что вот, помощь там человек не может осуществить. Это получается тоже нецелесообразно. В технологиях вечного развития вы всегда можете найти путь для того, чтобы помочь, там, спасти и так далее. То есть получается система спасения как таковая, там, макроспасение, это, в общем-то, как подсистема действия в данном случае. Естественно, надо помогать, естественно, нужно делать макроспасение, потому что как бы это, ну, логика вообще даже вот оптических линий в этом случае, она такова, что они не имеют конечного как бы уровня в плане там развития. Вот начинается оптическая, и она переходит в бесконечную величину. Любой луч становится бесконечной средой. Там, кстати, другая даже оптическая система восприятия, ну, она как бы именно такая, что, значит, не в виде отрезков существует, а луч обязательно уходит в макробесконечную область. Ну, как я сказал, динамичный переход точки в макросферу. И получается, если вы там захотите увидеть луч, то вы будете видеть все время продолжение луча. Только остановились, возникает вот эта сферическая там система как бы внешнего макросвета. Но в принципе, здесь очень просто увидеть тогда, как действует Бог с точки зрения контакта с вами. То есть здесь, кстати, Бог дает больше свободы вам действия. Он всегда дает абсолютную свободу действий. А здесь получается, что вы самостоятельно достигаете уровня абсолютной свободы. Вот здесь вот управляемая свобода, так скажем, да? И в этом состоянии управляемой свободы, даже не логического плана, а реального событийного плана, вы можете уже тогда любое событие реализовать. Тогда поэтому понятно, что для Бога созданный мир, там, или мир, предположим, внешний, это одна и та же конструкция. То есть не созданный, создан, для него там в несозданной части создать мир, это в принципе такое же действие, как уже созданный мир. То есть, ну, это единое действие. И тогда понять, что любое событие можно всегда создать.
именно, конечно, созидательного плана. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.